Всем привет, друзья! Сейчас мы с вами находимся у канала Грибоедова и направляемся в сторону Банковского моста, а после нас ждет увлекательная прогулка в Мозаичный дворик. Банковский мост – пешеходный металлический балочный мост через канал Грибоедова в центральном районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанские и Спасские острова. Построен он в 1825-1826 годах по проекту инженера Треттера. Является одним из 6 мостов цепного типа конструкции, построенных в Санкт-Петербурге в 1820-е годы, и одним из 3 мостов, сохранившихся до нашего времени, наряду с Львиным и Почтамтским мостами. Мост украшают статуи крылатых львов работы скульптора Соколова, выдающиеся образцы ампирной монументальной скульптуры. Рисунок крылатого льва Банковского моста является частью логотипа фабрики имени Крупской. Объект культурного наследия России федерального значения. Первоначально сооружение называлось цепным пешеходным мостом о 4 грифах на Екатерининском канале. Существующее название известно с 1836 года. Мост получил название по расположенному рядом ассигнационному банку. Ныне в здании располагается Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Согласно городской легенде, если погладить головы или крылья грифонов, они принесут удачу и помогут в работе или учебе. Также появилась традиция вкладывать монетки и записки с желаниями в пасти скульптур. Сколько раз тут ходили, а вот ни разу не видел это фонтанчик, видимо, у Казанского собора. Мы идем у гостиного двора на рынок. В общем, на опрашку идем, Апраксин двор. Гостиные дворы в Петербурге существовали практически с момента создания города и играли серьезную роль в обеспечении жизнедеятельности столицы. В Санкт-Петербурге первый гостиный двор был построен при Петре I в 1705 году на Троицкой площади петербургской стороны на месте ныне существующей мечети. Он состоял из нескольких сотен бревенчатых лавок, сгоревших летом 1710 года. Предтечей этого гостиного двора стал мытный двор у Зеленого моста архитектора Гербеля. Когда при пожаре 1738 года мытный двор сгорел, было принято решение не восстанавливать старое строение, а строить новый гостиный двор ближе к границе города. Гостиный двор создан как крупнейшее торговое помещение в Российской империи. Строительство его продолжалось более 20 лет, с 1761 по 1785 год. В 1840-х годах гостиный двор стал одним из первых зданий, где было проведено газовое освещение. В 1886-1887 годах главный фасад здания, выходящий на Невский проспект, был видоизменен, пышно декорирован по проекту Бенуа. 14 октября 1948 года постановлением Совета министров СССР гостиный двор был признан памятником архитектуры, подлежащим государственной охране. В 1955-1967 годах была проведена новая реконструкция. Архитекторы превратили изолированные до того магазины в сквозную анфиладу. На смену 178 магазинам пришел единый универмаг – гостиный двор, главный универмаг Ленинграда. 3 ноября 1967 года в здании была открыта станция метро. Из вестибюля можно попасть в торговые залы Невской и Садовой линий. Над эскалатором расположен витраж, на котором изображен расстрел июльской демонстрации 1917 года на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта. Нормально все. В общем, сегодня последний день в Питере. Начался дождь. Сейчас направляемся в Мозаичный дворик. Здесь пешеходник, да? Так, мы на месте. Ежегодно северная столица привлекает множество туристов, приезжающих полюбоваться шедеврами архитектуры, дворцами, домиками, садовыми комплексами.
Но в Санкт-Петербурге есть уникальные места, о которых знают далеко не все туристы и даже жители города. Часто они не отмечены в официальных путеводителях и картах, хотя достойны внимания не меньше других достопримечательностей. Речь идет об уникальных двориках культурной столицы. Двор Нельсона, дворик Кузнеца, Изумрудный город, Третий кластер и другие, которые стараниями художников и скульпторов превратились в настоящие арт-объекты. Один из них – мозаичный дворик. Мозаичный дворик представляет собой музей под открытым небом, где представлены работы художника и основателя Малой академии художеств Владимира Васильевича Лубенко и его учеников. Часто стиль Лубенко сравнивают со знаменитыми работами каталонца Гауди. На фоне скульптур и панно регулярно проводят фотосессии и видеосъемки. Особенно хорош дворик в солнечную погоду. Мозаика играет яркими красками и дарит радостное настроение жителям соседних домов и гостям Санкт-Петербурга. Владимир Васильевич прославился не только работой над двориком, он также является автором множества песен, музыкальных произведений, поэм, пьес, стихов и сказок. А его монументальные мозаичные работы – Казанская икона Божьей Матери, икона Спасной Рукотворной, портрет Петр I, Творец России – украшают храмы и зал Государственной Думы России. Ну, там он тоже, да. Работы по созданию скульптуры начались в 1984 году. Сегодня дворик украшают мозаичные барельефы и арт-объекты. При входе во двор гостей встречает большое панно «Санкт-Петербург. Олимп культуры», занимающее целую стену дома. Рядом располагается скульптурный комплекс «Ангелочки». Возле парадной можно увидеть скульптурно-мозаичный комплекс «Атланты» и панно «Строители». Чуть дальше панно «Рождение весны» и фриз «Нильс с дикими гусями». Если пройти вглубь двора, то можно отдохнуть в зоне тихого отдыха. Здесь мозаикой украшено все, от скамеек до бордюров. Ансамбль состоит из 4 львов, фонтана «Мать и дитя», композиции «Плазма жизни», «Радуга», детского игрового комплекса «Мозаичный Олимпик», солнечных часов и несколько панно «Здравствуй, город», «Танец», «Играющие дети». Мозаичный дворик находится в исторической части Санкт-Петербурга, во дворе дома по адресу улица Чайковского, 2/7. Вход во дворик осуществляется со стороны набережной реки Фонтанки. Если идти со стороны набережной Кутузова, то нужно зайти во вторые ворота. В пешей доступности есть несколько станций метро, а также остановки Там общественного тоже все в мозаике. Вся стена нам не видно. Мы там пришли смотреть творчество. Здесь, наверное, фонтанчик. Сейчас его даже не показать никак. Из-за дождя стекло мокрое, ничего не видно. Ну, красивый двор на самом деле. Гороскоп. Ну, где рыбы? А, вон там рыбы.
Спасибо большое. Ничего себе, человек вышел. Вышел с музея человек и позвал нас туда. Пригласил. Красивый двор. Необычный. Че, хотел бы тут жить? В таком дворе? Ну да, согласен. И тишина такая. И красота. Ну, я так понимаю, что это что-то частное, то есть это не государственное, наверное. Так, ну что, сейчас еще пойдем в музей тогда. Что, здесь вход? Можно и купить. Здесь вот, смотрите, у нас нельзя фотографировать. Здравствуйте. Ну что, ребят, посетили мы музей-выставку. Выставка располагается буквально в 2 комнатах, да, обычной жилой квартиры. И там представлены разные картины, живописные, мозаичные, одного художника. Также нам предложили приобрести эти картины. В общем, в принципе, интересно. Ну, буквально посмотреть картины, 2 комнатки и как бы и все. Вот как-то так.